Внимание! Автор видео не несет ответственность за ваше устройство. Все, что вы делаете на свой страх и риск. Эй, йоу, друзья! С приходом Android 9 запись звонков с линии сторонними программами стала невозможным, благодаря политике Google. Многие люди меня действительно просили о том, чтобы я записал и показал способ, как можно включить запись звонков, как ее можно настроить и какие вообще в принципе способы существуют. Собственно, об этом и пойдет речь в этом видео. Вообще существует 3 способа, как можно активировать запись звонков на наших устройствах, конкретно на Samsung Galaxy. Причем работает это на всех линейках, то есть на S, Note A, например, A5, A6, S8, Note 9, S9. На этих моделях все работает. И существует всего 3 способа, как можно включить запись звонков. Первый из них, самый простой, это получить root права на устройстве. Если вдруг кто не знает, что такое root права, вкратце говоря, это получение полного контроля над всей системой, то есть доступ к всем системным файлам, возможность их изменять и так далее. И это самый простой способ, как вы можете сделать себе запись звонков. Получаете root права, собственно, все, программа начинает работать, программа начинает записывать запись звонков с линии. Но этим самым способом вы теряете, во-первых, гарантию на устройство, во-вторых, перестают работать все сервисы Samsung, то есть защищенная папка, Samsung Cloud. В принципе, доступ к аккаунту Samsung с телефона у вас будет ограничен, и в том числе и Samsung Pay. С чем это связано? Все просто. В Samsung есть специальная защита, называется она Knox, и есть специальный счетчик Knox, который при рутировании устройства переходит из положения 0.0 в 0.1, и обратный переход в состояние 0.0 невозможен, поэтому этот способ нам не подходит. Второй и третий способ, они в принципе похожи, и заключаются они в следующем. У Samsung в прошивке есть штатная запись звонков, и она также само присутствует и в 9-м андроиде. Но эта штатная запись звонков присутствует не во всех регионах и не во всех прошивках, а присутствует она только в тех странах, где запись звонков разрешена на региональном уровне, то есть на уровне страны. Вот список стран, где запись звонков разрешена и где она присутствует по умолчанию в системе на Samsung устройствах. И в чем, собственно, заключаются способы? Мы поменяем регион нашего устройства на тот, который нам нужен, где запись звонков уже имеется в самой системе. И второй способ заключается в следующем. Вы где-нибудь на каком-нибудь eBay, например, или на другой торговой площадке покупаете сим-карту того региона, где запись звонков есть, заказываете таиландскую сим-карту, вам ее доставляют к вам, вы вставляете эту сим-карту в телефон, прошиваете устройство, и все, как бы устройство понимает, что вы якобы находитесь в регионе Таиланд, ставит вам прошивку Таиланда, и запись звонков у вас активируется. Но опять же, этот способ подойдет не всем, потому что нужно, во-первых, заказать эту сим-карту, плюс временно, пока ее доставят, соответственно, сим-карта тоже не бесплатная. Есть шанс того, что она вообще, в принципе, может потеряться по дороге. Да, наши почты могут все что угодно. И плюс нет, опять же, никакой гарантии, что сим-карта придет к вам рабочая. Поэтому этот способ как бы имеет место быть, но опять же он более геморный, чем третий способ, о котором, собственно, и пойдет речь в этом ролике. И заключается он в следующем. Мы как бы виртуально переедем в ту страну, где разрешена запись звонков, поменяв код региона на тот, который нам необходим. Вообще я рекомендую использовать только 2 региона, это Таиланд, THL, и Индия, INS. В обоих случаях у вас будет полностью все рабочие сервисы Samsung, включая и Samsung Pay, что немаловажно, а также будет у вас запись звонков, и не нужно будет использовать никаких сторонних программ, то есть запись звонков у вас будет штатная, встроенная в прошивку. Все, других способов записи звонков на Android 9 просто нету каких-то там специальных магических программ, которые вдруг вам дадут доступ к записи с линии. Таких способов, к сожалению, нету, и в ближайшем будущем их точно не будет. И с чем может быть связан такой запрет компании Google? Не потому, что они такие злые и хотят подставить всех пользователей, а по той причине, что во многих странах, включая и Россию, и страны СНГ, записывать запись звонков, не оповещая собеседника, нельзя. Да, вступление получилось немножко длинным, но я просто обязан был рассказать об этом. Так что давайте приступать. Сразу скажу, что способ максимально безопасен в плане гарантии, так как вы прошиваете официальную прошивку, а также счетчик Knox остается в положении 0.0, тем самым все сервисы Samsung, включая и Samsung Pay, у вас будут работать. Итак, что нам понадобится? Это компьютер с Windows, Samsung USB драйвер, это пакет драйверов для Windows для корректной работы с телефоном, программа Odin, с помощью которой и будем прошивать устройство, программа RealTerm, с помощью которой будем менять регион устройства, а также образ самой прошивки для нужного нам региона и Combination File, это, грубо говоря, сервисная прошивка для устройства. Ну и, естественно, немного времени
времени и само устройство. На все необходимые программы я оставлю ссылки в описании к этому видео. Перед тем, как приступать к прошивке и смене региона, обязательно сделайте резервную копию ваших данных с устройства, так как в процессе смены региона и последующей прошивки все данные с вашего устройства будут удалены. Сделать резервную копию данных можно либо вручную, непосредственно подключением телефона к компьютеру и перекидыванием файлов вручную, либо же это можно сделать с помощью официальной утилиты от Samsung, которая называется Smart Switch. Там все достаточно легко, просто скачиваете эту утилиту с сайта, подключаете телефон и делаете резервную копию. Итак, приступим. Шаг первый. Для начала скачайте весь необходимый софт на компьютер, то есть это программы Odin и Realterm, а также Samsung USB драйвер. Далее установите программу Realterm и драйвер Samsung, а в случае с Odin ничего устанавливать не надо, просто распакуйте архив. Шаг второй. Далее скачайте правильную версию Combination File для вашего устройства с версией загрузчика не ниже, чем сейчас на вашем смартфоне. Сделать это можно вот на этом сайте. Здесь в строке поиска пишем номер модели. Узнать его можно в настройках, сведения о телефоне, и тут будет пункт номер модели. Вот именно он нам и нужен. И справа в списке выбираем Combination и нажимаем кнопку поиска. Откроется вот такой список с прошивками. Выбираем крайнюю прошивку для своего номера модели, если их тут несколько, с правильной версией загрузчика. Скачиваем архив и распаковываем в удобную вам папку. Посмотреть, какая версия загрузчика у вас сейчас можно, если открыть настройки, сведения о телефоне, открыть пункт сведения о ПО, и тут нас интересует пункт версия прошивки. Версия загрузчика — это 5-я цифра в номере прошивки, если смотреть справа налево. В моем случае на Galaxy S9 Plus это цифра 2. В зависимости от модели устройства эта цифра может быть разной. Например, для S8 и Note 8 на момент записи этого видео это цифра 4. Так что запоминаем именно свою цифру. Шаг третий. Далее скачиваем прошивку для своей модели устройства. Сделать это можно либо на форуме FOPDA в специальной ветке для вашей модели, или же на сайте SamFru. Прошивка также должна иметь ту же версию загрузчика, что и Combination File. Это очень важно. Качаем прошивку сразу для того региона, на который будем менять наше устройство. Практически на всех моделях устройства это Multi-CSC регион, то есть качаем прошивку для Multi-CSC региона, если вы качаете с, например, сайта FOPDA, либо же если вы качаете с SamFru, выбирайте ту страну, на которую вы и будете менять регион. После того, как скачали прошивку, распаковываем ее в удобную папку. У вас должны быть вот такие 4 файла с названиями BL, AP, CP и CSC. Файл с названием Home CSC в нашем случае не нужен, его можете удалять, он нам не нужен. Шаг 4. И на этом шаге приступаем к прошивке. И на всякий случай еще раз вас предупрежу, обязательно делайте резервную копию данных, так как все данные с вашего устройства удалятся. Итак, запускаем программу Odin. Далее выключаем смартфон. Обязательно вытаскиваем все сим-карты из устройства. Далее переводим смартфон в режим прошивки. Для этого одновременно зажимаем 3 кнопки. Это громкость вниз, кнопка Bixby и кнопка включения. Появится вот такое меню. Нажимаем на кнопку громкости вверх и попадаем в меню прошивки. После чего подключаем устройство кабелем к компьютеру. На устройство, где отсутствует кнопка Bixby, одновременно зажимаем кнопки громкости вверх и вниз, а также кнопку включения. В программе Odin в строке ID.com должно определиться ваше устройство, подсвеченное голубым цветом, как показано на видео. Это означает, что устройство корректно опознано. Теперь нам нужно прошить Combination File. Для этого нажимаем на кнопку AP и указываем скачанный ранее наш Combination File. После того, как файл будет добавлен в программу, нажимаем кнопку Start и начнется процесс прошивки. У меня он занял 1,5 минуты, так что это достаточно быстро. По завершению процесса прошивки высветится уведомление Pass. Это означает, что процесс прошивки удачно завершен, после чего смартфон перезагрузится автоматически. При желании его можно включать и выключать, он будет загружать один и тот же экран. Теперь закрываем программу Odin, пока что она нам больше не нужна. Шаг 5. Теперь нам нужно изменить регион. Для этого запускаем установленную нами ранее программу Realterm, не отключая устройство от компьютера. В этой программе кликните на вкладку Порт и убедитесь, что в графе Порт написан номер порта. У вас он может отличаться от того, что есть у меня. А справа в блоке статус индикаторы CTS и DCR горят зеленым цветом, а также зеленым должен быть подсвечен пункт USB. Если что-то из этого не так, то добейтесь, чтобы эти индикаторы загорелись зеленым, выбирая из выпадающего списка в окошке порт разные варианты порта и кликая на кнопку Open.
кнопки USB и Error USB не должны гореть красным. Это сигнал об ошибке. Шаг 6. И вот теперь нам нужно сменить код региона. Для этого кликаем на вкладку Send. В первое пустое поле вводим следующую команду, которую вы видите сейчас на своих экранах, для смены региона, где последние 3 буквы, в моем случае это INS, это код нужного вам региона. Я рекомендую использовать либо Таиланд, то есть THL, либо, как в моем случае, как я и говорил в начале видео, это INS, код региона Индия. И далее, как вы только определились с тем кодом, на который вы хотите сменить, и кликайте на кнопку Send ISC2. Чтобы убедиться, что вы получили нужный регион, наберите вот такую команду и кликните опять на кнопку Send ISC2. И увидите на черном поле строчку AT плюс preconfig равняется 1 с ответом, в котором содержится ваш текущий код региона. И как видно, это INS в моем случае. Все, закрываем программу RealTerm, она нам больше не понадобится. Если на этом этапе вы понимаете, что для вас это очень сложно, вы ничего не понимаете, но запись звонков нужна, то я готов вам помочь, непосредственно с вами лично связаться, по тому же скайпу, например, и помочь вам в прошивке данного устройства, естественно, за небольшое вознаграждение. Если вам это интересно, то пишите вот сюда сообщение с пометкой о том, что-то типа «помоги с записью звонков», и я обязательно вам отвечу. Шаг 7. Теперь снова выключаем устройство долгим нажатием на кнопку включения, и опять переводим устройство в режим прошивки, так же, как это делали ранее. И снова запускаем программу Odin. Теперь для того, чтобы прошить устройство уже полноценной прошивкой. Опять же, в строке ID.com должно определиться ваше устройство, подсвеченное голубым цветом. Далее нам нужно добавить файлы прошивки в программу в соответствии с названием. Для этого нажимаем на кнопку BL и добавляем сюда файл с названием BL. И делаем то же самое по аналогии с остальными файлами. Да, кстати, при добавлении файла AP программа может на несколько минут подзависнуть, это нормально, просто ждите, пока файл не добавится. Еще раз проверяем, что порт горит синим цветом, файлы прошивки добавлены в соответствии с названием, и во вкладке Options стоят галочки на пунктах Auto Reboot и F-Reset Time, после чего нажимаем на кнопку Start. Над портом устройства вы увидите, что процесс прошивки начался, и теперь просто дожидаемся его завершения. Весь процесс прошивки достаточно быстрый, он у меня занял около 3 минут. По завершению процесса прошивки высветится уведомление PASS. Это означает, что процесс прошивки удачно завершен, после чего смартфон перезагрузится автоматически. Устройство будет в состоянии, как будто вы его достали только что из коробки. Далее просто проходим пункты первичной настройки, после чего вставляете сим-карту. Сделать это можно сразу, так сказать, на горячую, не выключая устройство, а можно сначала выключить устройство, вставить сим-карту, потом включить. В целом, без разницы. Смартфон обнаружит сим-карту с вашим настоящим регионом и предложит сделать перезагрузку, чтобы воспользоваться всеми плюшками, предлагаемыми вашим оператором, например, VoLTE, Wi-Fi Calling и тому подобное. Соглашайтесь, так как это не сброс данных, а просто перезагрузка. Включить запись разговоров можно, зайдя в телефон, 3 точки в верхнем правом углу экрана, настройки. И тут, как видно, появляется пункт «Запись вызовов», открыв который можно настроить автоматическую запись. Или же можно включить запись вручную непосредственно при звонке, тогда, когда это нужно. Если во время звонка открыть 3 точки справа в углу и нажать на кнопку «Запись». Прослушать же записи разговоров можно, либо открыв вкладку «Последние» в телефоне, выбрав нужного абонента и нажать на вот эту кнопку «Информация». И во вкладке «Журнал» будут отображаться записи, которые и можно будет прослушать. Либо открыв папку с названием «Call» со всеми записями, которая находится по умолчанию во внутренней памяти устройства. И также не забывайте восстановить ваши данные. Вот и все. Как видно, способ достаточно простой и быстрый. Главное четко следовать инструкциям и быть внимательными. Особенно, когда скачиваете combination файл и прошивку вашего устройства. Тут главное смотреть на версию загрузчика, чтобы она совпадала с текущей на вашем устройстве. На все про все у меня ушло где-то минут 40. Это вместе с подготовкой устройства, то есть созданием резервной копии. Минут 15 у меня заняло смена региона и прошивка. И еще где-то минут 25 примерно восстановление всех данных. И по итогу что мы имеем? Это встроенную запись звонков, которая работает как на Android 8, так и на Android 9. Собственно, вот, пожалуйста, Android 9. Запись звонков у меня абсолютно работает. И, собственно, на этом все. Я постарался как можно подробнее рассказать об этом способе и показал на собственном примере, что этот способ работает и никак не затрагивает гарантию устройства. И если этот способ вам был полезен, то поддержите меня вашим царским лайком и подпиской на канал. Желаю вам удачи и чао, бамбуча!